Сегодня разложим по полочкам интервальное голодание, чтобы вам было легко его практиковать. Вообще-то все очень просто. Интервальное голодание — это, по сути, не есть. И речь не о том, чтобы морить себя голодом. Просто не нужно есть так часто. Очень просто. Некоторые пытаются это усложнить, спрашивая, а можно ли пить БАДы? Да, БАДы можно. А чай? Да, и чай можно. А воду можно? Да, можно и воду. И немного кофе можно. Конечно, настоящее голодание — это только вода и больше ничего. Но если добавить БАДы, чай или чашечку кофе, то я все же считаю это голоданием. От этого голодание не прервется. Сейчас я расскажу вам об очень важном моменте относительно интервального голодания. И максимально его упрощу. Вот он. Пусть ваше тело диктует, когда пора его кормить, когда нужно есть, а также сколько времени вам следует воздерживаться от еды. Это время может меняться, потому что есть следует только тогда, когда вы голодны. И не следует есть, когда вы не голодны. Звучит очень просто, но иногда приходится это объяснять. Потому что при первом же признаке слабенького голода человек сразу идет есть. Нет, речь не об этом. Ведь даже утром в 8 часов у вас происходит выброс гормона под названием кортизол. Это гормон стресса, его вырабатывают надпочечники. И вот это вызовет легкий голод. Вы можете обнаружить утром, что голодны, а потом голод уходит, и вы уже не голодны. Так что, если вы чуть голодны, просто не обращайте внимания. Я говорю именно о сильном голоде. Болит живот, кружится голова, у вас слабость, плохое настроение. Вот тогда пришло время поесть. Особенно в начале вы чувствуете себя нормально, и в то же время у вас эти симптомы. Это просто упал сахар в крови. Вам просто нужно привыкнуть. Чем больше вы терпите, тем быстрее вы переключитесь с сжигания сахара на сжигание жира. Но на это требуется время. Вот еще один важный аспект. Нужно оценить свои силы, чтобы погрузиться в это по-настоящему, чтобы полностью войти в кетоз, причем комфортно, чтобы улучшились умственная деятельность и внимание, повысилась концентрация, память и улучшилась способность усваивать информацию. Все это произойдет со временем, но у некоторых это может занять 3-4 месяца. И я говорю также о похудении, особенно в талии, и об уровне сахара в крови. Это может занять время, ведь всю жизнь вы поступали так, а теперь пытаетесь повернуть все вспять. На это требуется время. Поэтому приготовьтесь к долгой работе и не спешите. Ладно, теперь поговорим о том, как приступить ко всему этому. Во-первых, допустим, вы едите несколько раз в день с частыми перекусами. Первое — снизьте углеводы. Это первое. Это само по себе поможет вам меньше испытывать голод, чтобы вы могли продержаться дольше. Переходите на трехразовое питание без перекусов. Это первая цель. Очень важно добавить достаточно жиров, чтобы продержаться до следующего приема пищи. Это очень важно. Важно также добавить достаточно овощей, они тоже помогут продержаться. Большая ошибка — пытаться обойтись без достаточного количества овощей. Овощи обеспечивают вас калием, магнием и другими макроэлементами и витаминами, помогающими при инсулинорезистентности и понижающими инсулин. А также в них есть клетчатка, которая является пищей для бактерий в кишечнике. В результате образуется масляная кислота. Она помогает при инсулинорезистентности, уменьшает голод, улучшает сахар в крови, питает клетки кишечника и помогает иммунной системе. Комбинация из полезных жиров и овощей поможет продержаться между приемами пищи. И пускай ваше тело диктует вам, когда нужно есть. Вы обнаружите, что держитесь дольше и можете исключить завтрак, перейдя на двухразовое питание, и понемногу уменьшать промежуток между приемами пищи. Тело подскажет, когда есть. И в какой-то момент вы больше не голодны. И тогда вы едите один раз за день. Многие так делают, но вам нужно постепенно к этому прийти. И пусть это остается простым делом. Не спешите. Это основные принципы. Пейте в течение дня травяные чаи. Есть такое растение Худия гордони. Чай из нее используют для подавления голода. Очень сильный антиоксидант. Можете попробовать, если вам нужна с этим помощь. Есть и другие травы. И надо обязательно чем-то себя занять. Нет ничего хуже, чем сидеть дома за компьютером и смотреть на часы, когда же пора есть. Выйдите на улицу, сходите куда-нибудь. Это вам очень поможет. Найдите чем заняться, не нужно просто сидеть дома.
Очень важно употреблять морскую соль, потому что без натрия, если вы пьете воду, натрий в организме растворяется и в ваших запасах, его может оказаться недостаточно. И тогда, пока вы голодаете, телу неоткуда будет его брать. Показателем того, что вам хватает соли, будет отсутствие головной боли и слабости в мышцах. У вас есть силы. Побочные эффекты бывают из-за того, что вы не употребляете достаточно морской соли. Желательно добавлять в еду 1 чайную ложку без горки в день. Можно даже развести ее в воде и выпить, только не целую ложку. Для получения калия, магния, кальция очень важно принимать электролиты. Берите те, в которых много калия. Это тоже поможет повысить уровень энергии, пока вы голодаете. Во время перехода с сахара на жир вам нужны эти вещества. Стоит добавить также, что вам нужны витамины группы В. Пищевые дрожжи в таблетках вам в помощь. Это сделает переход более плавным. И последнее. Обязательно подготовьте заранее, что вы будете есть. Допустим, вы же не знаете, когда будете есть. Ведь вам нужно продержаться как можно дольше. Если куда-то идете, возьмите еду с собой, потому что нам точно не нужно, чтобы настоящий голод застал вас без еды. Проблема с интервальным голоданием — рассчитать время. Ведь вы не знаете наперед, когда наступит пора есть. И чтобы вам не приходилось с кем-то это согласовывать. Поэтому имейте правильную еду под рукой. Если не знаете, что это, в описании есть ссылка. Думаю, я разложил все по полочкам, и теперь интервальное голодание стало простым. Надеюсь. Напишите об этом в комментариях.